Здрасте, можно? С вами Скерс. Сегодня вашему вниманию представляю краткий пересказ Берсерка. Видеоряд для этого ролика я взял у этих пацанов, делают очень качественно, советую. Как и твоя жизнь, манга начинается с совокуплений. Видимо, Гатс настолько хорош в постели, что его член способен вытаскивать наружу самые грязные фантазии. Ведь девушка тут же превращается в монстра, который пытается сожрать черного мечника. Увы, но в игре «Притворись богомолом» победу одерживает Гатс, завершая постельное приключение не ярким оргазмом, а пафосной фразой. Кинув в костер тело демона, Гатс отправляется в город. Добравшись до населенного пункта, черный мечник залетает в местный паб, где наблюдает, как толпа абрыганов издевается над маленьким эльфом. Не выдержав такого, наш борец за все хорошее и против всего плохого тут же набрасывается на негодяев и требует извиниться. Шутка. Конечно же, ему насрать на этого волшебного эксгибициониста. В его сердце нет места какой-то там сентиментальности. Он всего-то хочет передать месседж местному барону. С этой целью он выкашивает его прислужников своим огромным мечом, который, как многим кажется, просто не может быть оружием. Оставив послание, наш герой уходит, но эльф посчитал, что его спасли, и теперь их судьбы связаны. Такой расклад Гатсу не нравится, но Пак и не думает считаться с мнением Гатса, продолжая лететь за ним и попутно знакомить его со своей биографией. Также он предупреждает его об опасности этого города. Несмотря на молчаливость Гатса, Пак посчитал, что они уже почти друзья, и решил присесть ему на плечо, за что немедленно получил по своей волшебной заднице и услышал строгий наказ не трогать Гатса, если ему дорога жизнь. Пак хотел было начать бомбить, но их прерывает стража, которая без лишних слов хватает черного мечника и бросает в тюрячку. Несмотря на жесткие пытки, Гатс не спешит разговаривать со своим пухлым экзекутором, что того сильно выбешивает. Пытки прерывает старичок, напоминающий папу римского. В ходе их разговора выясняется, что есть некто барон, терроризирующий город. Этот милый дедок поставляет ему людей, дабы откупиться, и ценой невинных жертв не дать чудовищу уничтожить весь город. Звучит жестко, но благородно. Правда, Гатс не слишком-то верит подобным речам и с усмешкой спрашивает градоначальника, ради чего он скармливал детей и женщин, ради спасения города или себя. Разумеется, такой вопрос приводит в ярость старика, и он дает приказ продолжать истязать Гатса, а сам направляется навстречу к барону, желая отдать черного мечника на съедение. Тем временем живое послание Гатса находит своего получателя, который с довольной ухмылкой уже предвкушает встречу с тем самым черным мечником. После этой новости уже знакомый нам старик приходит на прием к барону, дабы умолять его не трогать город и его самого. Он обещает удвоить плату и отдать Гатса, но барон, швыряя в него остатки своей трапезы, заявляет, что все, что ему нужно, он заберет сам. Да и давно он не слышал хруста человеческих костей, поэтому пора бы навести в городе суету, а со стариком стоит покончить. Тем временем истощенный Гатс просыпается в камере, где на него пялится какое-то непонятное чучело. И судя по тому, что Гатс нисколько ему не удивлен, он видит его далеко не в первый раз. Их встрече помешал Пак, который решил отплатить Гатсу и протащил ключи от кандалов. Помимо этого, несмотря на возмущение мечника, эльф продолжает его трогать в самых разных местах и сыпать на него свою пыль, из-за чего раны мечника начинают затягиваться. Наконец, Пак узнает имя мечника, а также находит клеймо. Гатс назвал его своей судьбой, а также пояснил, что тот, кто ему его дал, скоро за ним явится. Эльф начинает чувствовать эмоции мечника, всю его ненависть и гнев, и решается спросить, зачем же он его спас. В ответ Гатс начинает смеяться, ведь он вовсе не планировал спасать кого-либо, тем более такое ничтожество, как это мелкое насекомое. Обиженный эльф вылетает из камеры Гатса, оставив ключи, а мечник почувствовал приближение своего врага, ведь клеймо начинает жутко болеть. Вылетев в город, малой увидел армию барона, которая начинает истреблять все на своем пути, включая детей. Но этому пиршеству не суждено было продолжаться долго, ведь из-под кучи трупов, буквально как черт из табакерки, выныривает Гатс. Как он так быстро умудрился переодеться и спрятаться в горе мертвых людей — загадка, но выглядит круто. Поубивав пару-тройку солдат, Гатс наконец-то встречается с бароном, спустя несколько стрел. Барон заявляет, что обычному человеку не под силам одолеть апостола и превращается в свою демоническую форму. Ну а далее у нас пару страниц Гатс огребает пиздюлей. После такого барон уж было надеялся отведать мяса, но внезапно... Накормишь меня.
Одержав славную победу, наш герой заметил, что враг еще дышит. Он начинает с усмешкой расстреливать гада, подмечая, что насколько бы хрупки не были люди, они делают все, чтобы выжить. А еще он пытается выяснить, где искать руку бога. На что, увы, не получает ответа и оставляет умирать демона. Пак же, смотря на произошедшее, называет Гатса берсерком. Следующая глава начинается с выяснения отношений Пака и Гатса. Мелкий все еще не оставляет попыток стать другом для мечника, вновь предлагает врачебные услуги, но Гатс заявляет, что ему не нужен ручной зверек, да и эльфов он ненавидит, так же, как и всех слабых, после чего он уходит, оставив малого в луже. Идя под дождем, мимо Гатса проезжает старичок, который по доброте душевной предлагает поехать с ним. Ну, дождь, простудиться же можно. Мечник предупреждает старика, что за ним охотятся демоны, на что монах отвечает, что они под надежной протекцией высших сил и никакие демоны им не угрожают. Поддавшись на уговоры дедули, Гатс прыгает в повозку, однако там его ждет старый знакомый. Мило побеседовав, здоровяк ложится спать, но спокойно отдохнуть не дают кошмары. Я уж не знаю, что страшнее, этот демон или то, что ему поленились нарисовать член. Как оказалось, причиной страшных снов стал демон-инкуб, который присосался к Гатсу. Смекнув, что, скорее всего, здесь в округе еще куча всякой нечисти, Гатс выходит на улицу, объясняя, что причина появления демона — его клеймо. Также он не забывает подстебнуть монаха за то, что тот в бога верит, но так удивляется появлению демонов. Мечник оказывается прав, и из-под земли восстают демоны, стремящиеся завладеть его плотью. Увы, но дочь монаха весьма неосмотрительно вышла на улицу, за что моментально поплатилась. Гад же, не теряя времени, разносит капусту у оставших скелетов. Бойню пытается прервать Пак, который обнаружил кое-что ужасное. Девочка после смерти восстала и отрезала голову собственному отцу. Он ненадолго впал в замешательство, за что ему моментально прилетело. Но, разумеется, столь низкоуровневые мобы не смогли ранить или убить нашего героя. Да и с первыми лучами солнца все они растаяли. Пак пытается успокоить Гатса. Говорит, что эти жертвы не его вина. Слова эльфа вновь заставляют Гатса смеяться и объяснять, что на войне всегда гибнут невинные люди. И воину вроде него не стоит задумываться о насекомых, иначе ему не пройти свой путь. Злобные духи вклиниваются в разговор и заявляют, что душа, чувства и плоть Гатса принадлежат им, поскольку он их жертва. Мечник с ними не соглашается, шмаляет вверх и уходит прочь. Следующая глава начинается с казни девушки, которую считают ведьмой. К местному руководителю приходит подчиненный, судя по всему, священник или его личный советник, который пытается вразумить руководство. Ведь, несмотря на запрет казни, в их регионе за последний месяц уже было 5. Подобная неосмотрительность может привлечь внимание папы, что повлечет за собой ужасные последствия. Далее нам демонстрируют графа, довольно мерзкий персонаж. Он заявляет, что делает это ради блага своего народа, но соглашается с тем, что можно и поменьше еретиков казнить, но нужно совершить чистки и найти всех возможных шпионов. Тем временем Гатс, как обычно, вляпывается в неприятности. Подняв отрубленную голову ведьмы, он наблюдает картину, как местный силовик угрожает посадить брата казненной в тюрячку. Ударив пацана, он решает докопаться и до Гатса, попросив отрубленную голову. Вместо выполнения просьбы страж получает харчок в лицо. Как оказалось, Гатс не только блестяще уничтожает демонов, но и здорово рисует, а холстом для демонстрации своих художественных навыков послужила голова девушки, которую он швырнул в графа, дабы тот тоже смог оценить его навыки. А стражу он прописывает оздоровительных пиздюлей, после чего уходит. Граф был удивлен таким перформансом, но удивление быстро сменяется смехом, поскольку он не считает, что черный мечник для него как апостола серьезная проблема. Прогуливаясь по городу, Гатс набредает на карательный отряд, который очень хочет, чтобы тот сдался и отправился в тюрьму. Его обвиняют в сговоре с еретиками. К их большому сожалению, их планам не было суждено сбыться, ведь у Гатса есть один железный аргумент, которым он разрубает солдат пополам. Все остальные солдаты начинают причитать о том, что такой меч должен был быть выкован из целой груды железа, и им вообще невозможно сражаться. Тем не менее, командир не растерялся и отправил солдат взять Гатса. Но у них ничего не выходит, и все солдаты становятся удобрением.
Помимо пехоты на крыше засели арбалетчики, которые собирались застрелить черного мечника, но на сцену врывается Пак, который слепит их, давая возможность Гатсу с ними разобраться. Разумеется, эльф счел поступок подвигом и сказал мечнику, что за ним должок, но Гатс довольно быстро его возвращает. На пути нашего героя встает довольно здоровенный амбал, который заценил здоровенный меч Гатса, но отметил, что с ним должно быть трудно управляться. Разумеется, черный мечник довольно быстро опиздюливает гору мышц. Но, если честно, он уже неплохо так устал, и его утомила данная суматоха. В то же время нам демонстрируют таинственную фигуру, что наблюдает за ходом поединка. И именно она бросает дымовые шашки, благодаря чему Гатс может благополучно ливнуть из катки. Присоединившись к незнакомцу, Гатс узнает, что люди в этом городе дико боятся. В любой момент на них может прийти донос, и их объявят еретиками. Поэтому здесь все так устроено. Дойдя до дома старика, выясняется, что он лекарь, и видел Гатса на площади. Посчитав, что ему может быть полезна его помощь, он и вышел на него. Мечник же хочет узнать, кто этот старик такой и зачем вообще он ему помог. В качестве меры устрашения он выбивает из-под ног трость старика. И перед нами предстает истинный облик незнакомца. Он изуродован и жаждет смерти графа, а в мечнике он увидел того, кто может это сделать. Калека говорит, что граф мучил его и отрезал от него по кусочку. Его рассказ не впечатляет мечника, ведь он и так знал, что Верховный является демоном. Но то, что происходит дальше, действительно шокирует мечника, ведь коротышка демонстрирует ему бихелит. Он тут же пытается узнать, откуда у этого изуродованного карлика настолько ценный артефакт, и незнакомец начинает свой рассказ. Калеку зовут Варгас, и он знал графа задолго до его перевоплощения, а бихелит он просто украл из замка. По его словам, несмотря на то, что и раньше граф не был добрым парнем, он все-таки был человеком. Но 7 лет назад, когда в его руки попала эта вещь, все изменилось. Граф ожесточился, начал беспорядочно убивать людей, истязать и мучить их. Пытки доставляли ему удовольствие. Не выдержав такого, Варгас собрал свою семью и попытался убежать, но, к сожалению, у него ничего не вышло и их поймали. Семью на его глазах сожрал монстр, в которого превратился граф, а ему самому чудом удалось спастись. Несмотря на все свои попытки, бедолага так и не смог узнать, что это за вещь. Гатс поясняет, что бихелит — это ключ к иным измерениям. Тем временем в замке ранее нам знакомая гора мышц на говно исходит из Гатса. Он страстно желает его смерти. Его молитвы были услышаны, и сам граф, явившись к нему, дарует капитану частичку себя, после чего посылает его на поиски мечника, дабы тот смог осуществить свою вендетту. Тем временем Гатс узнает, что граф получил бихелит совершенно случайно, просто купив его у странствующего купца. После этого Варгас дает мечнику секретную схему замка, дабы тот смог без боя прорваться к графу. Увы, но бедолага не знал, что Гатс не выносит прикосновений, за что вновь нарвался на грубость. Разговор прерывает модифицированный капитан, который буквально начинает сносить все на своем пути. Мечник довольно быстро выкупает, что тот больше не человек, и наносит ему удар, который лишает противника конечности. Но это вызывает лишь ехидную усмешку, ведь на месте отрубленной руки вырастает отросток, который с лихвой компенсирует потерю. Я бы даже сказал, делает капитана более боеспособным. Находясь в опасности, Пак и дед сваливают в более спокойное место и наблюдают за битвой. Несмотря на скорость капитана, Гатс читает все удары и отражает их, и даже смог провести контратаку и снести полголовы упырю, из которой начинает выползать гусеница, которую граф подарил капитану. После пары высокомерных фраз, брошенных Гатсу и угрозе Варгасу, монстр собирался атаковать, но черный мечник обрушивает крышу и благополучно сваливает с Варгасом через тайный ход. Думая, что опасность миновала, Гатс намерен отправиться к графу. Но перед тем, как уйти, он просит бихелит у старика в качестве оплаты. Забрав его, он отправляется в замок, а Варгас, обменявшись приятностями с эльфом, уж было хотел сваливать, но его настиг граф. Тем временем эльф пытается пробудить в мечнике хоть что-то человеческое, но нарывается лишь на грубость и насмешки. Ведь что старик, что Пак мешаются под ногами, и их помощь ему не нужна, поскольку они слабы. Эльф и мечник слышат, как горожане обсуждают новую казнь. Ребята тут же понимают, о ком идет речь. Пак пытается докричаться до Гатса, но, не получив никакого результата от своих просьб, решается лететь на помощь в одиночку. Оставшись один, Гатс вспоминает Варгаса
то, что с ним и его семьей сделал граф, и от бессилия бьет кулаком в стену. Спустя некоторое время на площади начинается казнь. Сэр Гусеница ехидно подмечает, что Варгас должен быть благодарен ему за то, что он скоро умрет. Пак же является всего лишь наблюдателем. Он находится в отчаянии, но замечает черного мечника, который тоже пришел на казнь. Решив, что Гатс явился ради спасения Варгаса, он подлетает к нему, радостный. Но, как оказывается, в плане мечника не входит жертвовать собой ради спасения столь жалкой личности. А пришел он просто, чтобы увидеть его последний миг. Если же Пак хочет помочь старику, то пусть делает это сам. Эльф ощущает поток чувств Гатса, которые буквально обжигают мелкого своей ненавистью и отчаянием. Он начинает понимать, что разница между этими двумя не такая уж и большая. Сказав Гатсу, что тот всего лишь трус, он предпринимает отчаянную попытку помешать казни, из-за чего оказывается схваченным. По Гатсу видно, что на самом деле все, что он говорит, не более чем броня, и его действительно задевает смерть Варгаса. Уйдя с площади, он вновь видит мерзкого зародыша. Только у мечника случаются глюканы, ведь он видит Варгаса, который просит убить графа. Граф же удивлен, что мечник так и не показался. И еще нам демонстрируют женскую фигуру, которая наблюдает за всем этим. Далее мы переносимся на место, куда выгружают казненных. Гатс приходит туда и, видимо, от безысходности или протекающей кукушки, начинает болтать с отрубленной головой. В тот же момент на него набрасываются призраки казненных, которые просят убить Гатса. Отогнав их грозным рыком, Гатс говорит, что это его битва, битва живого человека, и призракам нечего к нему лезть. Пак попадает в руки графа и оказывается в клетке, и винит себя за то, что не смог помочь старику, и является беспомощным созданием. Как оказалось, девушка, которая наблюдала за происходящим, дочь графа, и эльф становится подарком ей. Терезия живет в замке, и ей запрещено покидать свои покои. Как можно увидеть, отношения с отцом у нее довольно прохладные, что невероятно сильно бесит папашу. Тем временем у нас очередной реванш. Неубиваемый капитан с паразитом графа внутри вновь пытается надрать задницу Гатсу, который даже перед лицом опасности не теряет чувства юмора и подмечает, что сейчас капитан выглядит получше с последней встречи. В этот раз паразит погибает. В основном из собственной тупости, ведь он сам сказал, что для того, чтобы его убить, нужно будет избавиться от его головы, что Гатс незамедлительно и сделал. Гусеница попытался было перебраться на черного мечника, но это ему не удалось. Тем временем Пак и Терезия мило болтают. В ходе разговора эльф узнает, что граф изменился после того, как некие цыгане-еретики похитили его жену и убили из-за того, что он как правитель не стал выполнять их условия. А мать Терезии принесли в жертву. Тем не менее, отец защищает ее и все земли подконтрольные ему, поэтому она его уважает. Хоть он и изменился, и, судя по всему, пытки приносят ему удовольствие, Терезия даже не уверена, что он еще человек. Теперь переносимся в другую часть замка. Гатс, перевязав свои раны, практически добирается до своей цели. На пути его стоят два стражника, обсуждающие странную атмосферу ночи. Без труда и лишних слов он убивает их метательными ножами и входит внутрь. Здесь же стражей уже больше, а во главе их стоит советник графа, который говорит, что не пропустит Гатса, на что получает закономерный ответ: если он будет стоять на пути мечника, он умрет. Разумеется, армия за спиной старика придает ему уверенности, и он отдает приказ стрелять в мечника. Подобный ход был не лишен логики, но, увы, Гатс любое численное преимущество крутил на своем Драгонслеере и начинает месить солдат. В отчаянии старик отправляет в бой лучшего наемника, который выглядит намного сильнее Гатса, но спустя некоторое время мечник разрубает его пополам. Оставшиеся в живых тут же уносят ноги, и Гатс предстает перед старикашкой. Вновь возвращаемся в покои принцессы. Пак продолжает болтать с Терезией. Все 7 лет она не выходит из-за страхов отца, что снаружи могут быть еретики, которые убьют ее. В окне они увидели солдат. Как оказалось, кто-то ворвался в замок. Пак тут же смекнул, кто это, и просит девушку отпустить его. После недолгих уговоров она соглашается, а Пак в свою очередь обещает вернуться за ней и забрать ее с собой. После того, как эльф улетел, девушка начинает думать о мире и о том, что она даже не пыталась вырваться на свободу. Эльф же на пути к Гатсу думает о том, что граф воспользовался бихелитом из-за ненависти к еретикам. Тем временем Гатс совершенно не церемонится со стариком, ударом ноги выбивая из него все дерьмо.
Войдя внутрь, Гатс видит графа, который находится в предвкушении. Ему интересно, насколько может быть силен обычный человек. Сражение начинается практически моментально. Граф даже не полностью трансформировался, но атакует щупальцами из-под земли, просто чтобы проверить реакцию своего противника. После этого он превращается в громадную и мерзотного вида гусеницу, как бы это ни звучало. Несмотря на все удары Гатса, гусеницы все нипочем. Каждое ранение делает ее все сильнее. Драка выходит за границы комнаты, пацаны умудрились даже задеть покои дочки графа, которая решается выйти посмотреть, что там вообще происходит. Старик, находясь в дичайшем охуеозе, пытается убежать, но его убивает упавшая колонна. Как оказалось, советник графа послужил ловушкой для гусеницы. Гатс воспользовался моментом и наносит удар в голову. Увы, слишком слабо, из-за чего тут же поплатился. Граф чувствует свое превосходство, из-за чего начинает говорить со своей жертвой. Он восхищен тем, что заклейменный смог прожить так долго. Тем не менее, несмотря на силу и волю, Гатс не сможет победить, и он хочет положить конец страданиям мечника, начиная избивать его, нанося сокрушительные удары. Тем не менее, несмотря на всю боль и плачевную ситуацию, Гатс не теряет хватки и не отпускает меч. Пак прилетает на помощь и начинает буквально будить мечника, говоря тому, что тот не может просто так сдаться. Слыша его, граф заявляет, что его речи не помогут мечнику воскреснуть, ведь он всего лишь слабый человек, достигший своего предела. Эльф с ним не соглашается, припоминая тому, что и сам лысый урод когда-то был человеком и стал монстром лишь из чувства мести, что по факту делает его таким же слабым человечком. А еще он демонстрирует графу бихелит. Гусеница пытается его отобрать, но малой довольно профессионально уклоняется. Догонялки прерывает Терезия, которая врывается в комнату и, увидев истинный облик папаши, в слезах убегает. Такой поворот событий вызывает приступ ярости у гусеницы, которая пытается достать Пака, но неожиданно в него прилетает 3 ножа, которые кинул Гатс, пришедший в себя. Окровавленный, из последних сил, Гатс встает. Пак подлетает к нему, говоря, что тому не стоит сражаться, но мечник со зловещей улыбкой отталкивает эльфа и показывает ему, что его не так просто одолеть. Заявив, что для того, чтобы убить его, слизняку придется оторвать голову или вырвать сердце, Гатс встает в боевую стойку. Подобный ответ окончательно взбесил апостола, и он нападает, отбрасывая мечника своим ударом. По счастливому стечению обстоятельств за этой колонной пряталась дочь графа, которую Гатс схватил в заложники, используя ее в качестве живого щита, стреляет из своей руки базуки в гусеницу. Воспользовавшись замешательством, он хватает в зубы свой меч, помогая себе протезом, и набрасывается на графа, отрубая тому голову. Пак понимает, что Гатс запланировал эту многоходовочку с Терезией и в очередной раз убеждается в бессердечности мечника. Гатс подходит к полумертвому графу, желая насладиться предсмертной агонией. За всем этим в слезах наблюдает дочь слизняка. Пак же в свою очередь пытается не дать сделать это на глазах у Терезии, но мечник неумолим и угрожает убить эльфа, если тот встанет у него на пути. Черный мечник начинает резать гусеницу, приговаривая о том, что слизняк мало чем отличается от людей, ведь его раны такие же. Находясь в экстазе от мести, Гатс упускает из вида важную деталь. Бихелит оказывается в опасной близости от гусеницы, и тот из последних сил в минуту полного отчаяния умудряется призвать длань Господа. Гатс уже становится совсем херово. Длань Господа снизошла, но первое, что они услышали, это безумный крик Гатса. Один из 5 владык удивляется, увидев мечника, задав вопрос, как он умудрился снова стать жертвой. Гусеница молит ангелов забрать жизнь своего убийцы, но они не торопятся это сделать, поскольку они пришли не по зову мести. Их появление вызвано желанием выжить, а значит, он должен пожертвовать чем-то, что ему дорого, а его бой с мечником, который убил так много соратников, их не касается. Фемта же, видя, как мечник встает, называет Гатса бесполезным существом, пока все остальные апостолы восхищаются жаждой мести Гатса и его стальной волей. Наш герой встает и пытается дойти до своего заклятого врага, с усмешкой заявляя, что именно из-за этого бесполезного существа Гриффит и стал тем, кем стал. Речи Гатса не вызывает никаких эмоций у Фемта, напротив, он напоминает ему о действии клейма. Как оказывается, в присутствии слабых демонов его эффект не очень болезненный, но чем сильнее зло, тем больше боль, и она даже способна убить. На какой-то момент и вправду Гатс останавливается. Когда все решили, что с ним все покончено, мечник из последних сил, уж даже и не помню в какой по счету раз, наносит удар по Фемта.
Но атака не достигает цели, ведь в арсенале ангела есть телекинез, который отшвыривает мечника прочь, и он теряет сознание. Фемта, отметив, что произошедшая случайность, но все-таки поинтересовался, доволен ли граф. Разумеется, тому понравилось такое зрелище, но мозговитый чувак напомнил, для чего они здесь собрались, и спросил гусеницу, кто его жертва. Во второй раз он пытается впарить ангелам уже почти мертвое тело Гатса, но такой расклад не устраивает демонов, ведь жертвовать нужно самым дорогим, а его враг едва ли является таким человеком. Взор длани Господа падает на дочку графа, которую и хотят увидеть в качестве жертвы. Такой расклад гусеницу не устраивает, он просит пересмотреть кандидата и говорит о том, что пожертвует кем угодно, только не ей. Один из ангелов просит не переживать графа, а просто сделать это как в тот раз. Терезия удивляется фразе «тот раз», и ангелы решают приоткрыть завесу тайны, рассказывая и показывая, как проходил предыдущий обряд. Несмотря на протест гусеницы, дочке показывают правду. Как оказалось, граф и вправду был хорошим семьянином и достойным командиром. Он противостоял сектантам и еретикам. Однажды, вернувшись домой после тяжелого дня, утомленный этой борьбой, он обнаружил страшную картину. Его любимая жена устроила оргию с теми самыми еретиками. Она восседала на статую козла, которой поклонялись сектанты, а вокруг был океан голых тел. Разумеется, от такой картины он впал в бешенство и перебил всех. Стоя в реке крови, наблюдая за своей женой, он не смог убить ее. Впав в отчаяние, он хотел было убить себя, но вмешалась судьба, и был активирован бихелит. Он пожертвовал предательницей, лишив себя человечности. Правда, несмотря на то, что он буквально продал свою душу, любовь к дочке все равно ютилась в его сердце. И сейчас, чтобы выжить, ему нужно повторить ритуал, отдав Терезию на растерзание ангелам. Гатс приходит в себя и просит Пака подлечить его руку, говоря о том, что в интересах эльфа сделать это как можно скорее, иначе его подружка получит такое же клеймо, как и у него. Граф все еще думает, но ему напоминают, что в случае отказа его душа не упокоится, и он будет страдать вечно. Для убедительности Фемта демонстрирует ему океан душ, местный аналог ада. И если граф не принесет дочь в жертву, то ему суждено стать лишь каплей в этом потоке боли и ненависти, обреченному быть там до конца времен. Граф не хочет умирать, но он смотрит в лицо своей дочки, вспоминает прошлое и тянет с решением. За него решил Войд, сказав, что нить судьбы разорвалась. Демоны начинают забирать слизняка. В потоке душ, которые пришли за графом, оказывается Варгас, который его и схватил. Последнее, что прокричал граф, стало имя его дочери. Гатса тоже попытались забрать, но он умудрился выбраться, да еще и шмальнуть по Фемта. Впрочем, попытка не увенчалась успехом, и все ангелы смылись, а троица вернулась обратно в разрушенный замок. По понятным причинам у Терезии истерика. Она хочет умереть. Гатс это услышал и говорит, что если хочешь, умирай. Пак начинает орать на него, но мечник говорит, что понимает ее, и смерть это лучший выход для девушки. Он даже предлагает способ перерезать запястье, а также рассуждает о том, что в ее случае лучше попасть в ад, чтобы встретиться с родителями. Пак, конечно же, в диком ахуе. Девочка хватает нож, но эльф ей мешает. Впрочем, она сидела на обрыве и из-за того, что все держалось на соплях, начала проваливаться. Мечник не растерялся и довольно своеобразно решил ей помочь, протянув меч, за который она схватилась. Девушка повисла над пропастью. Подержав там ее некоторое время, Гатс понял, что она передумала умирать, и он закидывает ее наверх. Но вместо благодарности он слышит, что во всем виноват он зло, и она его убьет. Гатс же говорит «всегда пожалуйста» и уходит. По-моему, это лучший сеанс психотерапии. Пак же отправляется за ним. А далее следует Золотой век. Друзья, ролик выдался очень длинным. Если кто-то из вас реально досмотрел до конца, напишите в комментариях, стоит ли так подробно делать пересказ манги и оставлять хронометраж таким, или же мне вырезать некоторые моменты, более скомканно все рассказывать, но делать хронометраж меньше и быстрее пробежаться по всем событиям Берсерка. Также напишите, хотите ли вы увидеть Золотой век, или вам достаточно экранизации и вам не нужен такой видос, в котором я перескажу все более подробно, чем было в экранизациях. Спасибо вам за просмотр, очень надеюсь, что вам понравилось, и я буду продолжать
эту рубрику. Но сразу вас предупрежу, сделаю я второй выпуск, как только здесь будет хотя бы, 35 лайков, я не знаю. Все, спасибо вам за просмотр, хорошего дня, до скорой встречи. В миллиарде космических систем я один такой. Классический пример проведу рукой по красивой голове твоей и улечу на планету Капекс. Планета Капекс. Планета Капекс. Планета Капекс. Планета. Закрываюсь. Для тебя я НЛО. Просто знаешь, мне совсем не все равно. Просто зая. Я не просто человек, я пришелец. И мой дом это Капекс. Планета. Планета Капекс. Планета. Планета Капекс. Планета. Планета Капекс. Планета.